Здравствуйте, друзья! Сегодня хотела поделиться таким наблюдением за собой, что частенько на созвонах или каких-то встречах с единомышленниками, когда нужно было что-то сказать, то говорила несвойственным для себя голосом. Почему так происходило? Потому что сознание подражало тем людям, кого оно считает выше себя духовно. И, например, если мне ну, по природе свойственна такая спокойная манера общения, то я как-то старалась сделать свою речь более такой воодушевляющей, вдохновляющей, чтобы все поняли, какая я духовная. Но это же подмена идет от сознания. Если человек развивается духовно, ничего не меняется в нем, кроме его отношения к самому себе и его отношения к миру. И не нужно что-то из себя строить. Для кого это все делается? Зачем мне казаться перед другими людьми более духовной? Ведь духовность, она же внутри. Главное быть чистой и искренней перед Богом. Бог не слышит, что я говорю. Бог знает, что у меня внутри. Но чтобы быть с Богом внутри до конца, чтобы быть верным Богу, мое внимание должно быть там. А если мое внимание на том, как я говорю, какое впечатление я произвожу на людей, обдумывание, как мои слова повлияют на них, то я не до конца с Богом. Я не верна Ему, не верна себе. Здесь еще такой момент, что вот искреннее стремление личности быть заметной, но заметной именно для духовного мира, чтобы быть частью Бога, служить Богу, оно подменяется на внешнее, что кто-то тебя заметит, кто-то куда-то пригласит или еще что-то. Главное ответить себе на вопрос, частью чего я хочу быть. Если я хочу быть частью мира духовного, то чья похвала или чье приглашение куда-то мне нужно? Для этого ничего не нужно, кроме того, что ты внутри сам с Богом. Тебе не важно, что думают о тебе другие, как ты выглядишь в глазах других. Важно то, что внутри ты лелеешь в себе эту любовь. И кроме этой любви, кроме того, чтобы сохранить ее в себе и приумножить, ничего больше не важно.